Моисею, Господь оставил людей наедине с Торой. Но случилось реальное чудо. Законы Торы накрепко связали еврейский народ, не позволив ему смешаться с другими народами, раствориться в мире, исчезнуть во время тысячелетних скитаний. Во все времена, ежедневно, Тора напоминала евреям, кто они такие и где их дом. Каждый год в память о жизни в пустыне отмечается праздник Суккот. По всей стране люди ставят палатки, символизирующие шатры их предков, тех, что вывел из египетского рабства Моисей. Меа-Шеарим – знаменитый иерусалимский квартал религиозных ультраортодоксов. К соблюдению предписаний иудаизма здесь относятся фанатично. Что было хорошо для отцов наших, то хорошо для нас, скажут вам тут. Образ жизни этих людей не отличается от образа жизни еврейской общины XVIII века. Ультраортодоксы не смотрят телевизор, не ходят в театры, не читают светских газет, а иврит для них только язык молитвы. Словом, живут по предписаниям праотцов. И при этом трепетно охраняют свой мир от чужих взоров. Сегодня, накануне праздника, снимать можно. Не до нас. Есть дела поважнее. В Израиле вы встретите все степени религиозности, от фанатизма до полного неприятия религии. А зримое воплощение Моисеева закона можно увидеть в самом неожиданном месте, например, на базаре. Иерусалимский базар. Пятница. Согласно еврейской религии, новый день начинается с заходом солнца. Ведь сказано в Библии: «И был вечер, и было утро, день один». Через несколько минут наступит шаббат, суббота. В шаббат Бог повелел отдыхать и работать, а стало быть и торговать, в этот день великий грех. Вот и стоит сейчас на базаре такая суета. Религиозный еврей трубит в шофар. Это значит шаббат. Шабаш – конец торговли. А если кто не услышал или не обратил внимания, не грех ему напомнить лишний раз. А это загудел общебазарный шофар. Осталось 5 минут. Цены падают, ажиотаж несусветный. Я не торгую, а тот все не отстает. Я же сказал тебе, что больше ничего не продам. Что я с ума сошел, что ли? Ну вот и началась
суббота. Субботнее утро. В этот день в религиозных городках и кварталах все шумы цивилизации умирают. Благо есть арабы. Они в субботу и работают, и торгуют. Израильтяне проводят шаббат по-разному. Религиозная часть населения в этот день не ездит, они молятся в синагоге, ходят друг к другу на субботний ужин. Нерелигиозные люди, отдыхая в шаббат, пользуются всеми благами современной цивилизации. Хотя общественный транспорт по субботам не работает, да и продуктами стоит запастись заранее. Но есть в Израиле город, в котором нет субботы. Точнее, суббота есть, но нет шаббата. Город свободной торговли, город иностранец. Эйлат – знаменитый курорт на Красном море. До образования государства здесь не было ничего, кроме пограничной будки. Сегодня Эйлат – международный курорт. Понятие «мертвый сезон» не существует. Пасмурных дней всего 5 или 7 в году. Хочу вас предостеречь. Если вам придет в голову последовать примеру этих людей и взять на прокат акваланг, вы, скорее всего, уже никогда не сможете плавать, как все нормальные люди. То есть поверху. Изумительный подводный мир Красного моря обратил уже многих фанатичных ныряльщиков. Ну а к услугам тех, кому акваланг не по силам, корабли с прозрачным дном, подводные лодки и, разумеется, Эйлатский подводный музей.
Сегодня через Эйладский порт проходит кратчайший путь экспорта японских машин в Европу. А 3000 лет назад царь Соломон вел отсюда торговлю со всем древним миром, торговал пряностями, породистыми лошадьми, медью. В районе Эйлата с незапамятных времен люди добывали медь. Национальный парк Тимна. Земля эта насыщена медью, магнием и железом. Оттого и имеет такие фантастические тона. По преданию, тут находились копии царя Соломона. Сотни шахт уходили вглубь земли, тысячи рабов трудились, добывая руду и непрерывно выплавляя в печах медь. Еще раньше медь здесь добывали египтяне, а до них медианиты. У подножия знаменитых Соломоновых столбов и сегодня можно разглядеть остатки храма египетской богини Хатор. Давно уже нет ни богини Хатор, ни фараонов. На память о них тут осталось едва различимое наскальное изображение. В парке Тимна есть и геологические чудеса, и исторические тайны. Может быть, в тени этого каменного гриба отдыхал когда-то и сам Соломон, и в тоске по бесчисленным своим женам слагал возвышенные песни. Царь Соломон. Ни в одном другом персонаже Библии не сочетаются так черты мифологического героя и исторического лица. При Соломоне Израильское царство достигло вершины своего величия. Границы государства простирались от реки Египетской до реки Месопотамской и от Красного моря до моря Средиземного. Главными морскими воротами страны в те времена был портовый город Яффа. Как и с царем Соломоном, с ней связано множество мифов и реальных историй. Старая Яффа. Можете не сомневаться, ваши израильские друзья непременно привезут вас сюда в первый же свободный вечер. ושוב אנחנו כאן מול השעון, ושוב ילדה בלי למה ומדוע, ידיי בזרועותייך אוחזות. יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת, השכפים על המזח כבר עפו, והים משתתק ונדם. זוהי יפו ילדה, זוהי יפו, שחודרת כמו יין לדם. כאן מלח ועשן וצל גיטרה, סכין, שלופה ומשחקי ששמש. כאן משהו שיכור ולא מערה, וחם לו מן הסטייקים על האש. Старая Яффа.
ילדה בלי למה ומדוע. Маленькие кафе, мастерские художников, симпатичные кривые улочки – скорее имитация старины, чем сама старина. Но именно сюда 3000 лет назад прибывали стволы ливанских кедров для строительства Иерусалимского храма. Отсюда отплыл, пытаясь противиться Божьей воле, библейский пророк Иона, тот самый, что провел 3 дня в чреве кита. Здесь Персей спас прекрасную Андромеду, прикованную к скале и отданную на растерзание чудовищу. Говорят, что эти камни – не что иное, как остатки того самого чудовища. Считается, что в этом доме было видение апостолу Петру, описанное в Деяниях апостолов. На землю Яффы сходили рыцари Ричарда «Львиное сердце» и солдаты Наполеона. Лет через 80 после Наполеона Явские улочки увидели новых, необычных гостей, приехавших, чтобы стать хозяевами. После долгих веков изгнания возвращался на свою землю еврейский народ. Портные, ставшие пахарями, доктора, превратившиеся в виноградарей. Это были люди, одержимые идеей возрождения Эрец-Исраэль. В начале XX века на бросовых землях вблизи Яффы появился новый пригород – Тель-Авив. Так древний порт стал воротами в новую историю Израиля. Писатель Ашер Бухар оставил описание Тель-Авива того времени. Дома точно прямиком перенесены из Киева и Самары. На улицах говорят чаще по-русски. Отцы города собрались на заседание, говорят, конечно, по-русски, пьют чай из самовара. Самовар раздувает сапогом сторож городской управы Тель-Авива, крестьянин Смоленской губернии, принявший еврейскую веру и еврейское имя Авраам. С тех пор город неузнаваемо переменился. לאומנות קונספטואלית בתל אביב, עיר בלי קונספציה, איך נופל, טוס מתייפח, אוטובוס מת. יש לי סימפתיה לאנשים שמתאמצים בתל אביב, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לי סימפתיה לאנשים שמתעקשים בתל אביב, יש לי סימפתיה לאנשים שמתרגשים בתל אביב. עיר בלתי מרגשת, מאורת טיח נואשת, נדדת פח רועשת. יש לי סימפתיה לאנשים מתייאשים בתל אביב, יש לי סימפתיה, 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 יש לי סימפתיה.
Города вырастают на песке. Города уходят в песок и снова возвращаются из небытия. Кесария, 2000 лет назад столица римских наместников в Иудее. Прокураторы приходили и уходили, и к статуе предшествующего начальника спешили приделать мраморную голову нового повелителя. Что ж, современно. Хотя в отсутствии голов скорее можно обвинить неугомонных евреев. Фанатично следуя строгим законам иудаизма, те никогда не создавали изображений ни Бога, ни тем более людей. Также не кланялись военачальникам, царям, императорам. Поэтому часто навлекали на свои головы множество бед. Как-то раз произошел такой случай, который описал Иосиф Флавий в своей книге. Ночью в Иерусалиме появляются статуи императора. Проснувшись утром, евреи с возмущением обнаруживают эти статуи, и несколько тысяч евреев отправляются пешком сюда, в Кесарию, чтобы показать отношение к происходящему наместнику Понтию Пилату. Пилат объявил пришедшим, собравшимся здесь иудеям, что приказывает изрубить на куски каждого, кто не примет изображение императора. Римские воины обнажили мечи. Окруженные со всех сторон евреи, словно по команде, упали на землю и воскликнули: «Мы никогда не приступим закон». Пораженный этим подвигом во имя веры, Понтий Пилат приказал убрать из Иерусалима статую императора. Да, сегодня здесь спокойно и даже празднично. Ребята из местного кибуца дают спектакль о жизни царя Ирода. А в те далекие времена это место было проклято евреями. После подавления антиримского восстания тысячи пленных евреев погибли на арене здешнего театра, растерзанные дикими зверями на потеху язычникам. Великолепная Кесария была больна той же болезнью, что и вся Римская империя. Огромная держава, измученная безумием и роскошью кровавых временщиков-императоров, жаждала спасения. И спасение, или хотя бы надежда на него, пришло отсюда, из Иудеи. Кумран. Сюда, в иудейскую пустыню, в трудные времена уходили идеалисты-правдоискатели. Здесь жили ессеи. Члены этой иудейской секты были чрезвычайно миролюбивы, называли себя общиной истины, презирали богатство. Все добро у них было общим, а труд – коллективным. Работали с утра и до заката. И, конечно же, не так, как эти археологи. Задолго до появления ранних христиан жители кумранской общины исповедовали идеи и обычаи, удивительно напоминающие те, что проповедовал затем Иисус. Загадочную личность Иисуса можно воспринять